Зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Привет, народ! Сегодня вы находитесь в космической лаборатории. Вот столько приборов обложено вокруг меня, так сказать. Значит, что будем делать? Люди просили сделать сравнительный такой анализ показаний по сопротивлению. То есть, вот я делал обзор на ФНИРСи. Будем сравнивать сопротивление, которое показывает он, с показателями сопротивления UR1030. Ну и, соответственно, опять же, все это дело сопоставим с тестером Convey. На данный тестер на канале есть у меня обзор, не так давно я его делал. На данный тестер Convey обзора на канале нет. Как-то купил себе год или полтора уже назад, не помню. Хотел сделать обзор, но все это как-то завалилось, зашилось. Короче, не судьба. А зря. Теперь кусают локти. Ну вот сегодня мы с вами и посмотрим, что и как показывают наши вот три прибора. Значит, начать предлагаю с измерения напряжения. То есть будем отталкиваться, тоже смотреть, какие показатели напряжения. Вот возьмем обыкновенный тестер. Ну и давайте посмотрим характеристики нашего аккумулятора. Кстати, друзья, я набросал вот такую табличку. Вот эти характеристики давайте я вам продемонстрирую. Вот они у нас написаны. 12 вольт, 74 ампера, 750 пускового тока. Ну и у нас аккумулятор EN. Давайте сюда я все это дело и запишу. Ну, вольты можно и не писать. Значит, 12 вольт. Сколько там у нас? 70. Ух ты, 4 ампера и 750 пускового тока. Значит, такую вот таблицу набросал на скорую руку. Мультиметр. Измеряем напряжение, записываем. Потом едем, допустим, берем ФНИРСи, измеряем напряжение, сопротивление и остаток по току. И записываем и так далее. Ну и в конце посмотрим, что у нас как бы из этого всего получилось. Так, ну что, как я и говорил, давайте мы сразу тестерком. Все это дело напряжение проверим. О, видите, тестер умный. Пишет, переключи. Так. Здесь вам будут видны показания. Погнали. Минус, плюс. 12,43, 42. Ну, короче, 12,4 вольта. От этого и отталкиваемся. Сразу же запишем. 12,42 было, да? 12,42. Ну, вот как-то так. Потом давайте проверять все это дело при помощи тестера ФНИРСи. Напряжение, конечно же, там на десятые эти вольта, на сотые будут падать. Потому что прибор тоже немножко потребляет. Запускаем наш ФНИРСик. Я уже показатели все, в принципе, друзья, выставил. Значит, у нас 12 вольт идет. Потом ставим EN-ку. Вот. И потом у нас установлен ток 750 ампер. Все, делаем тест. И записываем показатели. 12,45 вольт. Показатель тот же самый. 12,45. Значит, смотрим, друзья, сопротивление 8,7 миллиома. Надеюсь, вам видно. 8,7. Так, и что у нас по току? 271 ампер. Всего-то из 750. 271 ампер. Маркер мой нифига не хочет писать. Итак, вот такие показатели у нас пока получились. Теперь измеряем все это дело при помощи тестера Convey. Ну, как бы видос вы просили, я вот запишу. Получится, наверное, не сильно длинный. Запускается Convey. Значит, автомобиль, погнали. На автомобиле нет, без автомобиля. Стандартный аккумулятор. И у нас EN-ка. Делаем ввод. 750 ампер. Все как положено. Поехали. Ну и вот такие результаты. 267 ампер. 267, а здесь у нас был 271. То есть ФНИРСик
267. Фнирсик наш довольно тоже неплохо показывает по отношению, вот, допустим, к этому прибору. Здесь у нас сопротивление уже 10 целых. Давайте просто 10 миллиом запишем, 2 сотки не будем, да? Так, сопротивление 10. И напряжение 12,42. В точности, как показывал тестер. 12,42. Итого у нас вырисовывается пока что вот такая вот, друзья, табличка. Ну и нашим вот этим юриком, как говорит Рувим, мы измерим с вами напряжение и сопротивление. И что-то будем посмотреть. Кому интересно, вот посмотрите еще, что у нас показано на, соответственно, данном приборчике. То есть 35% остатка. А это, можно сказать, ничего. Так, врубаем наш этот юрик. Ну что ж, делаем измерение юриком. И мы видим 9,26 миллиома, 12,45 вольта. Записываем. 9,26, 12,45 вольта. Ну и вот такие, друзья, результаты мы с вами получили. Смотрим. Значит, кто-то писал, что Conway показывает лучшее сопротивление, нежели Фнирси. Вот, поскольку я очень сильно доверяю данному приборчику, а данный приборчик показал 9,26, что очень близко к показаниям Фнирси 8,7, да, ну почти одинаково. Вот, даже 1 миллиома нету разницы. Поэтому я считаю, что все-таки в отношении сопротивления показания вот этот вот Фнирси довольно неплохо себя показал. Conway тоже, в принципе, у него разбег как бы небольшой. Оба прибора, что Фнирси, что Conway, показали одинаковый результат по остаточному пусковому току, что тоже может не радовать, в принципе. Не может не радовать, да, не так сказал. Вот, поэтому сделаем такой вывод, что Фнирси, что Conway имеют, в принципе, право на существование, так как, допустим, при быстром тесте аккумулятора, вот, ну я вам честно скажу, никто особо из простого народа не смотрит на раздел сопротивления. Что надо народу? Подключили, посмотрели, допустим, напряжение и посмотрели остаточный пусковой ток. Все, им больше нафиг ничего не надо. Поэтому все это дело, и Фнирси, и Conway, я так считаю, что имеют право, собственно говоря, на хорошую и долгую жизнь. Ну а сегодня на обзоре у нас были вот такие, вернее не на обзоре, а на тестировании вот таких два приборчика. Опять же, смело можно брать. Постараюсь, друзья, вам дать ссылочки на все эти приборы. Даже, наверное, и на этот приборчик заброшу, кому интересен. Вот поэтому все это дело, я считаю, показывает в отношении такого аккумулятора плюс-минус правильно. И плюс-минус одинаково. Надеюсь, было интересно. Мне лично было интересно вот такая заморочка с проверкой всего этого дела. Знаете что, под конец? Давайте попробуем сделать следующее. Давайте навесим два прибора. Два прибора один на один. И проверим, что нам они покажут. Будут они ругаться как-то друг с другом или не будут. Показания у нас записаны есть. Уже баловаться, так баловаться до конца. Вот такой конструктор. Два приборчика у нас на готове. Давайте опять же все это дело. Так, 12 вольт. Перескакиваем сюда. EN 750 ампер. Отлично. Здесь опять же будем выбирать стандарт и EN. Так. Давайте запуск. Разницу посмотрим. 268, 254, 35 все так же в остатке, как ни крути. Вот 9,61 миллиом. Повторное измерение. Первое измерение у Фнирсике в нашем было 8,7. Соответственно, все это дело вот так выглядит. И здесь у нас было 10,02, а у нас сопротивление 9,99. В принципе, как бы особо друг другу они не мешают, я бы сказал так. Так, 268, 254,
Вот конвей показал 267 в прошлый раз, в этот раз 268. 271 показал в Нирсе, теперь 254. Вот как раз таки, если, видите, вот так измерять, то в Нирсе как-то путается в показаниях. Хорошо, давайте сделаем так. Отключим конвей. И мы еще раз подключим в Нирсе. Посмотрим. Повторяемость показаний, да? Окей. Окей. Ну и в принципе окей. Идет тест. 270, да, повторяемость, видите, то есть в Нирсе прибору уже порядком мешает конвей. А так повторяемость, считай, стопроцентная. Что у нас по сопротивлению? 8,74, а было 8,7. Вот. Ну, там, по-моему, тоже были какие-то сотки. Так что, зачетный прибор, кто бы что ни говорил. Просто зачетный. На этом, друзья, все на сегодня. Надеюсь, каким-то образом, как-то это видео было полезно. Всем здоровья, удачи, хороших вот таких вот приборчиков, чтобы вас никогда не подводили. Пока. Хорошо поболтали.